Прошу вас, сеньор Мадзини. Благодарю. Говорите, Риварес? Это, кажется, испанское имя. Да. Я родился в Аргентине. Нет, вы родились в Италии. В 30-х годах были арестованы. После освобождения бежали в Южную Америку. В Эквадоре участвовали в боях против диктатора Розаса. Были ранены, взяты в плен. Подвержены жестоким пыткам, искалечены. Чудом бежали. Долгое время скитались в полной нищете. Затем экспедиция моего друга полковника Дюпре подобрала вас, умирающего с голода. Теперь вот овод. Талантливый журналист, преуспевающий в Париже, Лондоне. Вы неплохо информированы, Джузеппе. Не зря вас считают в Европе неисправимым конспиратором. Вечные заговоры, политические интриги. Об эмиграции любят сочинять небылицы. Так вот, я тайно прибыл из Лондона в Париж по делу, которое могу доверить только вам. Не спрашивай, почему вы себя выдаете за иностранца, но знаю, что Италия, ее судьба всегда волновали вас. Италия нет. Сеньор Джузеппе. Что угодно. Только не это. В 19 лет. Я уже погубил там свою жизнь. Я 10 раз погубил свою жизнь. Но ради свободы Италии могу погубить ее еще столько же. Вы можете провозгласить смерть последним и самым возвышенным призывом Италии. Ваше дело. А я не желаю ворошить прошлое. И без того, 13 лет не дает мне покоя. В такое безысходное время тревожиться только о себе. Выставлять свои боли на показ. Выдавать себя за жертву – это не что иное, как предательство. Только не предательство. А что? Бежать из-под огня, когда трагическая судьба Родины требует отчаянной борьбы. Назовите это сами. Назову. Тысячи таких, как я, шли за вами в неравный бой, пренебрегая цепями и плахой, порой прибавляя к смертному крику один только вопль: «Да здравствует Родина!» Но все утратило прежнее единство, прежнюю силу, истощилось десятилетиями мученичества и зашло кровью истомое ожидания. Да боюсь, что и сама наша мысль состарилась. Нет. Мысль о свободе не может состариться. Неужели вы, овод, навсегда останетесь в Париже и будете привыкать к эмигрантскому рабству? Изменять самому себе? Великий Сократ тоже назвал себя оводом, но предпочел смерть предательству собственных убеждений. Я никогда не был предателем. Знаю, но об этом потом. Сначала выслушайте суть моей просьбы, господин Риварес. Смотрите. Вот в этих 4 североапеннинских легатствах готовится вооруженное восстание. План таков. Тайно снабжаем оружием недовольных горцев, и по моему сигналу вооруженные повстанцы движутся к 4 главным городам провинции. Захватывают дворцы, берут заложниками легатов, и тогда мы диктуем свои условия Риму. Для организации восстания нужны именно вы. Вы заставите всех повиноваться себе. Здесь пригодится ваш опыт, приобретенный в Южной Америке. Восхищаюсь вашим прошлым, но тревожит меня ваше настоящее. Потому не прошу, чтобы вы доверились мне. Я доверяюсь вам. Благодарю, Джузеппе.
очень утомленный вид. Падре, я не могу теперь жить в этом городе. Не могу видеть магазины, где мама покупала мне игрушки. Набережную, где я гулял с ней. И потом кладбище. Мне тяжело видеть все это. Я очень сожалею, что ты не зашел ко мне во вторник. В тот день я обещал быть у одного товарища. Приехал студент из Генуи, и меня ждали на очень серьезный разговор. О чем был разговор? Мы говорили о нас и нашем долге перед народом, о нашем долге перед самими собой. Ну, в общем, я встретился с людьми, готовыми бороться за свободу Италии. Ты же знаешь, участие в тайных собраниях может грозить тебе смертной казнью. Вы отговариваете меня, падре? Я не имею права распоряжаться твоей судьбой. Твоя мать взяла у меня слово, что я буду наставлять тебя, огражу от житейских бурь. А я не сумел, как многого не сумел в своей жизни. Скажи, связала ли ты себя какой-нибудь клятвой? Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Я готов отдать жизнь за Италию Господа. Это моя клятва. Но я ее никому не давал, кроме Христа. Ты обращался к Богу? Да, падре. Я молил его наставить меня. Или дать умереть вместе с матерью. И ты не поговорил со мной об этом? Я хотел получить ответ от самого Бога. Ведь решался вопрос о моей жизни, о моей душе. После похорон я заболел, но поднялся с постели и всю ночь в комнате матери простоял на коленях перед распятием. Мне казалось, что Господь поможет мне. Не могу рассказать, что я видел, но знаю, Христос ответил мне. Сын мой, не смею сказать, что не обращался к твоей душе, но вспомни, в каком состоянии ты был тогда, и не принимай болезненную мечту за высокий призыв Господа. Куда зовет твое сердце? Отдать жизнь за Италию, освободить ее от рабства и нищеты и создать свободную республику, не знающую другого властелина, кроме Христа. Артур, подумай, что ты говоришь. Ты ведь даже не итальянец. Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой. Мне было видение, и я исполню волю Господа. Ты говоришь, что Христос... Христос сказал, потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Если с тобой случится беда, если ты погибнешь, я не перенесу этого. Падре. У меня нет никого, кроме тебя во всем мире. Я готов сам умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага, который может погубить твою жизнь. Помни об этом и будь осторожен. Сделай это ради меня, если не ради своей покойной матери. Карло Бини! Артур! Рад видеть тебя. Ты получил мои письма? Да, но ты так все зашифровал, едва разобрались. Знакомьтесь, вот это и есть Артур Бертон. Рад познакомиться. Я тоже. Дайте ему пистолет. Стреляете? Немного? Стрелять нужно хорошо. И сразу перейдем к делу. Ваш брат Джеймс Бертон судовладелец и в прекрасных отношениях с властями. Скажите, смогли бы вы его уговорить перевести для нас какой-нибудь груз? Брошюры, газеты на одном из своих кораблей? Да, конечно. Разумеется, минуя таможню. Нет. В этом случае не будем рисковать. Да и молоды вы еще, Артур. Думаю, эту работу должны выполнить вы, Джованни Бола. Молодая Италия. Это вы и я. Еще тысячи готовых к борьбе во всех концах страны. Кто еще сохранил в себе пламенность духа итальянца? Кто, несмотря на неудачи многих революций, военные разрушения и потрясения нашей истории, неугасимо жаждет свободы и верит в победу? Заключить свое слово хочу стихами Байрона. Италия, зачем печать высокой красоты твоим проклятием стала? Когда б была не столь прекрасна ты, от хищных орд ты меньше бы страдала. Ужель стыда и горя мало? Ты молча терпишь гнет чужих держав. Тебе ль не знать могущества кинжала? Восстань, восстань, Италия, и кровопийц прогнав, яви нам гордый свой, вольнолюбивый нрав.
Хорошо, что ты зашел ко мне, Артур. Очень мне нужно было видеть тебя. Завтра я уезжаю. Вызывают в Рим. В Рим? Предлагают епископство. Епископство где? Должно быть, получу епархию в Апеннинах. Ваш отъезд будет большой потерей для семинарии. Не знаю, как семинария, но ты будешь чувствовать мое отсутствие, как я твое. Я не хочу знать твои тайны. Скажи мне только одно. Тебе грозит опасность. Все мы в руках Господних, падре. Если ты хочешь, Артур, я откажусь от поездки. А как же епископство? Какая мне радость получить епископство и потерять тебя. У тебя будет другой наставник, новый ректор семинарии, отец Карди. Сын мой, открой душу свою. Все, что тебя тревожит, останется известно только одному Богу. Доверься мне, и Бог простит все грехи твои. Отец мой, я грешен. Грешен в ревности, злобе, в недостойных мыслях о человеке, не причинившем мне никакого зла. Вы не все открыли, сын мой. Того, кому я испытываю нехристианские чувства, я должен особенно любить и уважать. Вы связаны с ним кровными узами? Еще теснее. А что вас связывает с ним? Узы товарищества. Товарищество? В чем? В великой и священной работе. В священной работе? Во имя Бога и народа? Вы сочувствуете нашему движению, отец Карди? Как всякий честный итальянец. Так в чем же ваша вина перед вашим товарищем? Я позавидовал его авторитету, его мужеству. У вас на душе есть еще какая-то тяжесть. Отец, я позавидовал, потому что организация «Молодая Италия» доверила ему дело, которое, я надеялся, будет поручено мне. Я считал себя наиболее пригодным для него. Какое же это дело? Приемка политических книг с кораблей. Их нужно было переправить в город и спрятать у надежных людей. И эту работу организация поручила вашему товарищу. Как его имя? Джованни Болла. Джованни Болла. Джованни Болла. Если вы обрели путь к жертве во имя облегчения жизни усталых и угнетенных ваших собратьев, то подумайте, как вы относитесь к этому самому драгоценному дару, Господню. Все блага дела его рук.
Постарайтесь, чтобы ваша душа была свободна от злости и страсти, а ваше сердце было бы алтарем, где неугасимо горит вечный огонь во имя Бога и народа, ныне и во веки веков. Отец, вы даете нам благословение церкви. Христос с нами. Поторопите хозяев. Я так и знала. Джули, успокойся, Я приду, перестану тебя. Офицер, потрудитесь объяснить, что значит это насильственное вторжение в мой дом среди ночи. Мы англичане. Да, мне придется обратиться к английскому послу, если ваши объяснения не будут удовлетворительны. Мой брат, как и я, англичанин. Надеюсь, мое объяснение удовлетворит вас. Английского посла тем более. Вот приказ об аресте Артура Бертона, студента философского факультета. Если моих объяснений мало, советую обратиться к начальнику полиции. Что ты наделал? Что натворил, отвечай. Ты опозорил нашу семью. Теперь вся городская чернь будет глазеть на нас. Вот куда привело твое благочестие. В тюрьму. Не беспокойтесь, Джули. Вам это ничем не грозит. Обыскать дом. Капитан, вот адрес некого Карла Бинни. Журнал «Молодая Италия». Письма Франческо Нери, стихи Байрона. Продолжайте обыск. Слушаюсь. Италия, восстань, восстань. Господи, дай силы быть верным до конца. Скорее собирайтесь. У вас будет предостаточно времени для молитв. В тюрьме. Вы не первый англичанин, совершающий преступление в Италии. Был уже здесь. Лорд Байрон. Выдавал себя за поэта, памфлетиста, а оказался активнейшим членом подпольной организации «Карбонарио». Метался из города в город по всей стране. Выполнял преступные поручения заговорщиков. Писал стихи. Восхищался Италией. А когда бежал в Грецию, в доме, где он жил, мы обнаружили целый склад оружия. Байрон погиб в Греции. Мы вас уничтожим здесь. Последний раз спрашиваю. Что вам известно о подпольной организации «Молодая Италия»? Самая малость. Это политическая организация, готовящая народ к восстанию с целью изгнания австрийской армии из Италии. Ваша связь с этой организацией? Я читал их газету, другую запрещенную литературу. Не только в этом. Будет лучше, если вы во всем откровенно сознаетесь. Так или иначе мы узнаем правду. И вы убедитесь, что запираться и выгораживать себя бесполезно. У меня нет ни малейшего желания выгораживать себя. Что вы хотите знать? Кто? Кто убедил вас, иностранца, примкнуть к заговорщикам? Никто. Это было моим личным убеждением. Не смейте меня дурачить. Вы не имеете ни малейшего представления об истинных масштабах разгрома вашей организации. Что вы знаете о Карло Бонни? Не слыхал о таком. А Франческо Нери? Впервые слышу это имя. У нас есть ваши письма к нему. Не помню таких. Удивительно, короткая у вас память. Это мой давнишний недостаток. А один из университетских профессоров как раз говорил о ваших исключительных способностях. Вы судите о способностях с полицейско-шпионской точки зрения. Профессура употребляет это слово несколько в ином смысле. Я располагаю неопровержимыми доказательствами. Ваши друзья занимаются тайной доставкой запрещенной литературы через здешний порт. Вы сотрудничаете с ними. Намерены ли вы рассказать обо всем этом? Нет, мне ничего об этом не известно. Вам все известно, молодой человек. Когда в последний раз вы виделись с Джованни Боллой?
Это имя мне не знакомо. Неправда, вы великолепно знаете Джованни Болла. И он вас прекрасно знает. Вот. В числе примкнувших к нам был молодой англичанин по имени Артур Бертон. Из семьи богатых, влиятельных судовладельцев. Надеюсь, этот документ освежит вашу память. Имя Джованни Болла мне не знакомо. Это ошибка. Вздор! Бертон, рыцарство, донкихотство – это прекрасно все. Но не следует доводить их до крайностей. Стоит ли калечить свою будущность из-за какого-то Джованни Болла? Он предал вас. Это его показания. Но ведь это ложь. Вы совершили подлог. Я по глазам вижу. Лгун. Подлец. Молчать! Вас следует проучить. Капитан Томаси! Вот этот нуждается в хорошем уроке. Карцер его! В такой преисподней держали только Кампанеллу. Да, но его еще сажали на кол. Вы же отдадите Богу душу здесь и без этого. Богу отдам. Вам нет. Лейтенант, мне стыдно, что вы итальянец. Направо. Прошу вас. Энрике! Да? Слушаю вас, лейтенант. Энрике, Артура Бертона в 384-ю камеру. Налево. Рад поздравить вас, сеньор Бертон. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Об этом же просил нас и святой отец Монтанелли. А я все еще вожусь с делом этого сумасброда Джованни Болла. Подумать только, каким суровым испытанием подверг он вашу веру. Я надеюсь, его ждет суровый приговор. И это ложь. Я сам себя подверг этому страшному испытанию. Не смею вас задерживать. Вы свободны. Подлый доносчик! Счастлива. Я ждала целых полчаса. Что-нибудь случилось, Артур? Почему вы так смотрите на меня? Джим. Джим. Что? Артур? Я знаю, вам пришлось нелегко там. Но это недоразумение. Какое недоразумение? Болла написала из тюрьмы, что вы его предали. Но никто не поверил. Джем,
Но это правда. Я назвал имя Боллы. Нет. Этого не может быть. Это не может быть. Джемма! Подождите, Джемма. Вы меня неправильно поняли. Оставьте меня. Джемма! Не Джемма! трогайте. Выслушайте меня, я ни в чем не виноват. Не прикасайтесь ко мне. Джемма! Господи всемилостивый, не знаю, за что молиться. От чего оберегать себя молитвами? Разве тебе известны такие страдания? Тебя только предали. Но ты никогда не попадал в ловушку. Ты никогда не был предателем. Господи! Знаю, тяжкий грех беру на душу, решив покончить с тобой. Но это неизбежный конец. У меня нет другого выхода. Пойми и помоги мне. Возьми меня скорее, Господи. Наконец объявился. Мы с Жюли считаем своим долгом серьезно поговорить с тобой. Оставьте меня! Как ты смеешь? Оставьте. Не могу сейчас выслушать вас. Мне тяжело. Что с тобой? Надеюсь, ты не болен? Да у него лихорадка. Пустяки, обычное комедианство. Просто ему стыдно смотреть нам в глаза. Считаю своим тяжким долгом поговорить о твоих связях с нарушителями закона, с бунтовщиками. Да. Я допускаю все. Молодость, увлечение, впечатлительность, унаследованную тобой от матери. От матери? Но, надеюсь, Артур, ты понимаешь, что я не могу держать в своем доме человека, который обесчестил наше имя, пользовавшийся таким уважением. Да. Как тебе нечего больше сказать, кроме этого дурацкого «да»? Вы поступите, как посчитаете нужным. Мне все равно. Ах, тебе все равно? Теперь ты понимаешь, Джеймс, что благодарности нам ждать от него не приходится? Я предчувствовала, к чему приведет наша снисходительность. Мы слишком долго сентиментальничали. И с тем незаконорожденным, вторгшимся в нашу семью. Жюли! Пусть знает, кем была его мать. Не трогайте мою мать. Она была святой. Святой! Она была полной любовницей Монтанелли, а ты его незаконный сын! Нет, Жюли! Незаконный сын! Ты слышишь, прекрати! Сын! Уйди сейчас же! Незаконный Слышишь? сын! Выйди! Выйди! Артур, мне очень жаль, что тайна вышла наружу. Ты мог бы всего этого и не знать. Ты держишься с таким самообладанием, хотя это очень печальная история. Ну, коль так получилось, мой отец был очень снисходителен к твоей матери, когда она созналась ему в своем грехопадении. Он не развелся с ней. Нет. Он только потребовал, чтобы Монтанелли, который совратил ее, оставил Италию. И он уехал миссионером, кажется, в Китай. Вот и все. Это очень грустная история. Но так получилось. И кажется ли вам, что все это удивительно смешно? Ты сошел с ума! Опомнись, Артур! Артур! Он сошел с ума!
Дорогой мой мальчик, я в отчаянии, что не могу с тобой повидаться. День твоего освобождения. Меня позвали к умирающему. Вернусь поздно ночью. Приходи ко мне завтра пораньше. Очень спешу. Лоренцо Монтанелли. Падре, я верил в вас, как в Бога, а вы мне лгали всю жизнь. Ищите мое тело на дне моря. У тебя будет другой наставник, новый ректор семинарии, отец Карди. Вы ко мне, сын мой. Я должен исповедаться. А почему не в вашей церкви? Я Здесь исповедуются только семинаристы. приезжий. Открой душу, сын мой. Отец мой, я грешен. В чем грех? Откройся, сын мой. Я задумал убить человека. Не делай этого. Это смертный грех. Ты погубишь душу свою, сын мой. Господь простит мне, потому что я убью подлого предателя. Кого он предал? Веру, Италию и меня. И сделал он это 13 лет тому, прикрываясь именем Бога и народа. Во имя Бога и народа? Да-да. Это я. Артур Бертон. Нет. Я хорошо знал Артура Бертона. Присмотритесь внимательней. Он мертв. С того света явился я, чтобы отмстить за предательство. Прекратите осквернять святую церковь! Или я вас прокляну именем Бога! Ни слова! Садитесь. Теперь ваше время исповедоваться. Иуда предал Христа за 30 серебряников. Что принудило вас предать меня, моих товарищей? Может, я и грешен. Но вы не посмеете убить священника. Я пришел убить не священника. Я убью предателя. Документы?
О, вы парижане. Я тоже немножко француз. Вы родились во Франции? Нет, отец служил в гвардии Наполеона. А что случилось? В Пизе убит священник прямо в храме. Как? А вы примета убийцы? Ему удалось скрыться незамеченным. Поэтому приказано всех подозрительных проверять. Желаю успеха. Нам нужно искать пути примирения с правительством. Сеньор Гроссини, в который раз вы призываете к умиротворению правительства. Это бесполезно. Именно теперь нам надо поднимать народ. Об этом, сеньора Болла, легко говорить. Но делать? С чего вы думаете начинать? Прежде всего, необходимо разоблачить интриги иезуитов, предавших Италию. Затем обратиться к народу с воззванием о всеобщем восстании. Флоренция не город-фабрика наживы, как Лондон. И не притон для сибаритов, как Париж. Это город с великим прошлым. Город науки, искусства. И тут наши призывы не получат поддержки. Именно такими были и Афины. Потому и понадобился Сократ, назвавшийся Оводом, чтобы пробудить их от духовно-нравственной спячки. Сократа приговорили к смертной казни. Чтобы с нами не случилось того же, необходимо действовать разумно. Сейчас перед нами открыты такие возможности, которых никогда не было. Какие же? Вы, сеньор Гроссини, оптимист. А пессимистом быть гораздо легче и выгоднее. Пессимист, он всегда прав. И тем не менее, позволю спросить. Папа дал амнистию политическим заключенным? Дал. Разве не свободнее стало дышать? Ведь мы сейчас обсуждаем программу наших действий, не боясь полиции. Не тайно, открыто. Или цензура? Наш главный враг. Разве сейчас она свирепствует так же, как и раньше? Да, но это момент, и мы должны воспользоваться им. Бить во все колокола, писать в газеты, призывать к освобождению Италии. И это нереально. Мадзини уже давно бьет во все колокола за демократическую республику. Но где Мадзини? В Лондоне. И сюда ему дороги нет. А мы с вами находимся в Италии, поэтому должны искать другие формы борьбы. Мы готовы. Но какие формы борьбы? Что вы предлагаете? С ножами и пистолетами атаковать дворец великого герцога? А почему ножами? Винтовками, пушками. 15 лет мы только разговариваем. Австрийцы как были хозяевами Италии, так и остались. Когда я вступила в молодую Италию, у нас еще не было революционного опыта борьбы. Мы не умели так красиво разговаривать, но мы действовали. Ошибались, но действовали. Поэтому я поддерживаю намерение печатать самые острые памфлеты против власти иезуитов. И очень хорошо, что для этой цели мы пригласили талантливого журналиста Овода. Да, он талантлив. Но уж очень резок и зол. Но именно такой теперь и нужен. И потом он авантюрист. Человек с весьма темным прошлым. Он руководил восстанием в Апеннинах. Руководил всяким сбродом. Сеньор Гроссини. Да, казненные в Болонье были преступниками. Не следует забывать, Гроссини, что эти преступники пожертвовали жизнью ради свободы Италии. А это побольше, чем мы с вами сделали. Что же касается Овода, он прибыл к нам по рекомендации самого Мадзини. Англичанка, но фамилия у нее итальянская. Болла, говорите? Да-да, она вдова нашего друга Джованни Боллы. Он умер в Англии, кажется, года 4 назад. Значит, он был эмигрантом? После смерти отца ей стало невыносимо трудно здесь, и она уехала на родину. Он случайно не был членом организации «Молодая Италия» в первые годы ее существования? В 30-м году он был даже арестован в числе других несчастных юношей. Через несколько месяцев его освободили. А потом, спустя 2-3 года, был подписан новый приказ о его аресте. И он бежал в Англию. Затем до нас дошли слухи, что он женился там. Умер в Англии? От чехотки. А перед самой его смертью жена лишилась единственного сына. Такая грустная история, не правда ли? Поэтому мы все так сочувствуем. Сеньора Гроссини. А вот она сама. Джема, дорогая, я недоумеваю, куда вы пропали. Сеньор
Сеньор Риварес хочет с вами познакомиться. Я шла подышать свежим воздухом. Вы выбрали прекрасный уголок. И какой отсюда открывается вид. Страна рабыни с такими голубыми небесами. И с такими патриотками. Милая Джемма, оставляю вас наедине. Надеюсь, вы не будете скучать. Да, конечно. Возможно, вы и правы. Но зачем попутно высмеивать хозяйку дома? Я и забыл, как высоко в Италии ценят закон гостеприимства. Удивительно гостеприимный народ эти итальянцы. Австрийцы тоже это находят, не правда ли? Согласитесь, невеликодушно смеяться над умственным убожеством человека. Это равносильно тому, чтобы высмеивать калеку. Не слишком удачный пример, сеньора Болла. Мы, калеки, не кичимся своим уродством. Сеньора Болла. Как ты смотришь? Русский граф Салтыков пригласил на завтрак себе на виллу. Будут танцы, Феличи? Да-да, милости прошу. Глубоко сожалею, граф, но вынужден отказаться. И потом Зита. Я не танцую. Сеньор Риварес, но вы огорчаете свою жену. Сеньора Болла. Позвольте представить. Цыганка Зита Рени. И позвольте откланяться. Удивительно изысканные манеры у нашего памфлетиста. Какая жалость, Джемма. Почему он ушел? Может, обиделся? Все так хотели с ним познакомиться. Что? Не будем говорить ей об аресте Паула. Рада приветствовать вас, сеньоры. Здравствуйте, Джем. Добрый день. Сеньора, вот вам и первая нелепица, которую этот злополучный Риварес представил ко вчерашнему комитету. Знал я, что дело у нас с ним скоро дойдет до драки. В чем дело, Чезаро? По-моему, вы предубеждены против него. Может быть, он неприятный человек, но вовсе не глуп. Не отрицаю, памфлет написан талантливо, однако лучше прочтите его сами. Несмотря на такое ваше отношение к Риваресу, считаю необходимым попросить его взять на себя руководство нашим подпольем. Не понимаю. Типография в Пистое работает очень плохо. Доставка литературы через границу в сигарах примитивна. За последнее время участились провалы. Произведено столько арестов, обысков, конфискации оружия. Уверен, если это дело возьмет на себя Риварес, положение исправится. Почему вы так думаете? На нас контрабандисты смотрят как на чужаков. Риварес по меньшей мере их друг, если не предводитель. Они слушаются его, верят. Вы предлагаете поручить Оводу доставку нашей литературы и оружия в Папскую область?
Доверить ему адреса и тайные склады? Да. Ему и так все известно. Я категорически против такого плана. Мне кажется, он связан с одной из тамошних групп и, может быть, даже самой опасной. С красными поясами? Нет, с кинжальщиками. А почему вы думаете, что он связан именно с ними? Ну, это только пока мое предположение. Он часто уезжает в Апеннинские горы, за границу. Терпеть не могу предположений, основанных на недоверии к человеку. Простите, сеньора, мы пришли к вам по поручению комитета с просьбой, касающейся памфлета Оводы. Да, я вас слушаю. Сеньор Риварес, вам сеньора Болла. Болла? Нет. Занят. Бианка. Да? Попросите, пожалуйста, сеньору Боллу. Здравствуйте, сеньор Риварес. Добрый день. Вы слишком любезны. Если бы мне дали знать, что вы хотите видеть меня, я бы сейчас же явился к вам. Я пришла по поручению комитета, сеньор Риварес. Там возникли некоторые разногласия по поводу вашего памфлета. Так я и знал. Прошу садиться. Большинство членов комитета, правда, в восторге от памфлета, как от литературного произведения. Но резкость тона может оскорбить людей, чья помощь и поддержка очень важны для партии теперь. Как литературное произведение, памфлет ничего не стоит. И восхищаться им с этой точки зрения могут только дилетанты в литературе. А что он оскорбителен, так ведь я этого и хотел. Нам хотелось бы, чтобы вы кое-что смягчили здесь, сеньор Риварес. Вот, например, вы пишете о кардинале. Именно этого я и ждал. Ни одной буквы. Слышите, ни одной буквы не изменю. Мало вам казенной цензуры, так вы еще лезете в цензоры. И вообще, сеньора Болла, почему бы вам не заняться чем-нибудь полезным? Вышиванием, например. А политику, борьбу оставьте нам. Сеньор Риварес, я готовилась к самому враждебному приему с вашей стороны. Я готова стерпеть любую грубость. Ради дела. Сеньора Болла, если я был хоть немного груб с вами, прошу простить. Ну что вы, не стоит. Тогда перейдем к делу. Благодарю вас. Вы верно пишете, что кардиналы не смогут выдворить на земле справедливость. Но скажите, разве обязательно смеяться над самим монсеньором Монтанелли? Да, обязательно. А не лучше ли направить главный удар на иезуитов? На тех церковников, которые сотрудничают с австрийцами? Для чего комитет пригласил меня? Разоблачить иезуитов, вывести их на чистую воду. Что же касается монсеньора Монтанелли, только вчера я получил письмо от своих товарищей из Папской области. Вы еще не знаете. Новый папа назначил его кардиналом. Вот послушайте. Скоро вы будете иметь возможность встретиться с одним из наших злейших врагов, кардиналом Лоренцо Монтанелли. Он приедет во Флоренцию с миссией примирения. Как можно дольше поддержать в восторге народа по поводу избрания нового папы и отвлечь внимание общества, пока великий герцог подпишет новый декрет и закрепит господство Австрии в Италии. Вот вам ваш Монтанелли. Я знал монсеньора Монтанелли с детства. Он тогда был каноником, ректором духовной семинарии в тех местах, где я жила раньше. Я никогда не слышала ничего дурного о нем. Считала его, по крайней мере, в те годы замечательной личностью. Мне много рассказывал о нем один человек. Джемма, я был бы очень рад, если бы к нам присоединились вы и падре Монтанелли. Ваш падре? Артур? Но ведь он же священник.
В нашей организации есть священники. Да и дело духовенства вести народ к высшим идеалам. Священники проповедуют религиозную догму. Не вижу в этом ничего общего с намерением освободить Италию от австрийцев. Есть священники, истинные борцы за свободу. Вы уверены, что вам написали правду о нем, сеньор Риварес? Да, мне писал старый друг, один из товарищей по 43-му году. Может быть. Может быть. С тех пор прошло много лет. Бесконтрольная власть развращает людей. Какой он теперь? Трудно сказать. Во всяком случае, если монсеньор Монтанелли не подлец, то он орудие в руках подлецов. А для меня и моих товарищей это одно и то же. Камень, лежащий на дороге, может иметь самые добрые намерения, но все-таки его нужно убрать. О, сеньор Мартини, рад видеть вас. Добрый день, сеньор Риварес. Сеньора Болла, мы опаздываем. Простите за вторжение. Чезаро! Что случилось? Что с вами, сеньора Болла? Мы должны немедленно уехать отсюда. Немедленно. Что вам сказал этот негодяй? Ничего. Ничего, я испугалась. Испугались? Мне вдруг показалось, что он похож на Артура. Сеньора Болла, похожих много. Артур один. Похож. Италия! Свобода! Италия! Свобода! И тогда посреди своего народа, вынужденного преклонять колени перед поработителями, мы станем в полный рост, чтобы все увидели наши головы, изъязвленные муками, но не склонившиеся перед врагом. Мы обрекли себя на путь мучеников и героев. С того самого момента, как мы поклялись освободить нашу Родину, мы знали, что вступаем в бесконечную, беспощадную борьбу. Борьбу, в которой мы не пожалеем сил, а если придется, то и сумеем и умереть, не дрогнув. Но уже не как христиане древнего мира, а как воины, научившиеся смело смотреть смерти в лицо. Величие задач, уверенность в конечной победе и всепоглощающая борьба придадут нам нечеловеческие силы, которые изумят весь мир. И если уж Италия родила нас такими отважными смельчаками, то мы должны стать ее героями-освободителями. Да здравствует свободная республика Италия! Свобода! Италия! Свобода! Нет, милая Джемма. Напрасно вы тогда защищали Ривареса. Я знаю точно, почему его не было, когда мы обсуждали вопрос нашего участия в восстании в Папской области. Почему же? Видите ли, почему-то он втайне от нас уезжал в Папскую область и вернулся оттуда лишь только после подавления восстания. Что вас возмущает? Пока мы определяли наше отношение к вооруженному восстанию, он с оружием в руках участвовал в нем. Прибавьте к этому огромный успех его памфлета «Тайна Благовещения». Риварес напал на Монтанелли, а другой автор, не менее талантливо, защитил его в блестящем ответе ему. Кто? Автор скрывает свое имя под псевдонимом «Сын Церкви». Это не меняет моего отношения к Риваресу. Джемма, Да, Чезаро? вы восхищаетесь Риваресом нарочно, чтобы позлить меня? Откройте, пожалуйста, дверь. Разрешите? Сеньор Рикардо. Добрый вечер, сеньор Добрый Мартин. вечер. Здравствуйте, сеньора Болла. Добрый вечер, доктор. Какой у вас измученный вид. Вы нездоровы? Здоров, но очень устал. Я провел трудную ночь у Ривареса. Ривареса? Что с ним? Сложное заболевание. Нервы, запущенная старая рана. Удивительно, как он еще жив. Хроническое воспаление, которое обостряется периодически, и всякий пустяк может вызвать новый приступ. Это опасно? Опасность в том, что больной, не выдержав однажды страданий, может принять яд. Более ужасное, как он их выносит, просто не понимаю. Ночью пришлось дать ему опиум. Кто сейчас возле него? Никого, кроме хозяйки. Я немедленно еду туда. Нет. Я хотел послать за вами, но он решительно отказался. Чезаро, вы не могли бы поехать туда и побыть возле него эту ночь?
Да, конечно. Непременно. Ну, как он? Ужасно. Я дал ему опиум часов 10 назад. С тех пор он не шевельнул ни единым мускулом. Я уж боюсь, не угостил ли его слишком большой дозой. Кажется, самое худшее миновало. Хотя приступ может повториться. Сеньор Болла, если боли усилятся, дадите ему еще лекарства. После вечернего обхода больных снова зайду и хорошенько его обследую. Милая Джемма, завтра утром я снова приду, подменю вас. Спасибо, Чезаро. Мой выход! Задержите публику!